комментариях у меня на канале прозвучал вопрос, как можно перебросить файлы со своего телефона к себе же на компьютер. И я покажу два простых способа, которыми пользуюсь сама. Первый способ — это передать самому же себе в мессенджер Telegram. Как вы знаете, в Телеграме существует такая папочка, которая называется «Избранная». Ее можно использовать для хранения своих файлов, ссылки там хранить, в общем, использовать как хранилище информации. И можно передавать двумя способами: с сжатием и без сжатия. И мы посмотрим, как это делается. Итак, я у себя на телефоне выбираю файлы. И запомним вот файл, оригинальный размер 1,79 мегабайт, выбираю его. Далее возьму файл с вырезанным задним фоном в формате PNG. 6,82 мегабайта его оригинальный размер. Возьму еще гифку. Гифка весит 25 с хвостиком мегабайтов. Итак, нажимаю вот такой значок «Поделиться». Здесь я выбираю мессенджер Telegram. Вот наша папочка «Избранная», стрелочка. И передаю все эти файлы. Вот они подгружают. Еще в качестве эксперимента передам себе же на Telegram видеофайл. Его оригинальный размер 5 с хвостиком мегабайт. Отправляю в Telegram, в эту же папку свою. И еще тоже в качестве эксперимента отправлю себе же файл в формате PDF. Выделю его. Оригинальный его размер 41,27 мегабайта. Отправим в Telegram. И при втором способе, если мы хотим передать файлы без сжатия, мы в этой же папочке «Избранная» в Телеграме находим вот такой значок скрепки. И здесь мы должны выбрать вкладочку «Файл». То есть мы передаем как файл. Заходим в нашу галерею, и здесь я выбираю вот нашу картинку с прозрачным фоном. Гифку выбираю. Выбираю вот эту фотографию и отправляю. И еще я хочу видео отправить. Вот наше видео. И здесь, если я хочу найти свой PDF файл, то мне нужно еще зайти во внутреннее хранилище, потому что он не видит по-другому. Вот я его нашла, и он передается в папочку. И переместимся в компьютер, посмотрим, что мы там, какие файлы мы получим. Итак, друзья, мы переместились на компьютер. Если вы вдруг не знали, что Телеграмом можно пользоваться также и на своем компьютере, то вот есть такой сайт telegram.org. Вот здесь есть версия для персональных компьютеров. Можно отсюда ее скачать для Windows или для iOS. Вот, но поскольку у меня это все уже скачано, я захожу в свой Telegram. И вы знаете, почему-то у меня в телефоне эта папка называется «Избранная», а на компьютере она у меня называется «Saved Messages». Но не суть. Вот наши файлы, которые я себе отправила, и я их скачаю сейчас в нашу папочку. Нажимаем правой кнопкой мышки, выбираем Save As, попадаем в нашу папку, сохраняем. Напомню, что это был первый способ, при котором мы просто забросили эти файлы в папку. Telegram сжимает эти файлы. Давайте посмотрим. У меня была картинка 1,78 мегабайт. Здесь ее размер 515 килобайт. Картинка сжалась. Но посмотрим на ее качество. Качество пострадало не очень сильно. Дальше посмотрим нашу гифку. Гифка у нас скачалась вообще не гифкой, а просто картинкой. То есть она потеряла свои свойства. Скачалась как JPG картинка. Что касается вырезанной картинки на прозрачном фоне, то она потеряла свой прозрачный фон. Теперь у нее черный фон. И что касается видео, оно тоже сжалось. На телефоне это видео у меня было больше 5 мегабайт. Здесь же оно стало 1 с чем-то мегабайт. По качеству на глаз незаметно, чтобы оно слишком пострадало. И что касается PDF-файла, посмотрим его свойства. Немножко сжалось. Было 41 с хвостиком мегабайт, стало 39. И что можно сказать, что гифки не передаются таким способом. И картинки с прозрачным фоном тоже теряют свои свойства. Что касается видео и обычного фото, то в данном случае можно использовать Telegram для сжатия файлов. Фото и видео занимают много места.
и в телефоне, и на компьютере, то, перебрасывая таким способом, можно просто сжимать файлы. И теперь я скачаю то, что мы передали как файл, следующие наши картинки. Вот видите, здесь уже формат правильный, PNG. Сохраняем. Заходим в нашу папку. Видим, что картинка в оригинальном размере. PDF файл, вот один у нас 39, второй тоже 39 почему-то. И гифка наша. Гифка наша в оригинале, в формате GIF. Все работает. И картинка с прозрачным фоном. Она действительно с прозрачным фоном. И ее размер оригинальный остался 6,5 мегабайт. И второе видео в оригинальном размере 4,83 мегабайта. Если сравнить два видео, ну здесь видно, что качество немножко хуже при первом способе. Итак, это был первый способ. Рассмотрим теперь второй. И еще один очень простой способ передать себе файлы с телефона на компьютер или с компьютера на телефон, это отправить их на Google Диск. Если у вас имеется почта Google, то у вас автоматически есть Google Диск, и там вам предоставляется в бесплатное пользование 15 гигов объема памяти. Здесь уже мы выбираем любые файлы, они передаются без какого-либо сжатия в оригинальном размере. Вот, например, выберем опять нашу гифку, далее вырезанную картинку с прозрачным фоном, фотографию. Опять нажимаем значок «Поделиться» и выбираем Google Диск. Здесь нас переспрашивают, в какую папку мы хотим сохранить. Я буду сохранять непосредственно в мой диск, то есть в корневую папку. Нажимаем «Сохранить». Теперь можем посмотреть на компьютере, как передались наши файлы. Итак, попасть в Google Диск мы можем со своей почты. Нам нужно нажать вот такой значок многоточие и здесь выбрать диск. Перемещаемся на свой диск. И вот я вижу 3 нижних файла. Это то, что я передала. Картинка с прозрачным фоном, гифка, гифка в оригинальном размере, фотография тоже в оригинальном размере. Ну вот, друзья, теперь вы знаете, как можно легко и быстро передавать файлы с телефона на компьютер. И та же самая процедура с компьютера на телефон. Надеюсь, видео было полезным для вас. Ставьте лайки, пишите комментарии и до встречи в новых видео.